Пожар на военном авианосце США «Форестал». Военный корабль «Форестал» – суперавианосец, названный в честь первого министра обороны США Джеймса Форрестола. Введенный в строй в 1955 году, он был первым завершенным сверхавианосцем США и головным кораблем своего класса. Он превзошел японский авианосец времен Второй мировой войны Синана как самый большой из когда-либо построенных авианосцев и был первым, предназначенным для поддержки реактивных самолетов. Корабль «Форестал» был первым американским авианосцем, который был построен с наклонной полетной палубой, паровой катапультой и оптической системой посадки, в отличие от их установки после спуска на воду. Длина судна 325 метров, максимальная ширина 73 метра. Корабль «Форестал» служил почти 4 десятилетия в Атлантике, Средиземноморье и Тихом океане. Он был выведен из эксплуатации в 1993 году и передан в музей. Попытки спасти его не увенчались успехом, и в феврале 2014 года его отбуксировали в Браунсвилл, штат Техас, на слом. Демонтаж был завершен в декабре 2015 года. Пожар на авианосце «Форестал» – один из самых значительных инцидентов, который случился с авианосцем США, произошедший 29 июля 1967 года около 10 часов 50 минут по местному времени в Тонкинском заливе во время войны во Вьетнаме. По официальному заключению, пожар начался после самопроизвольного пуска неуправляемой ракеты «Зуни» под действием случайного броска напряжения в цепях одного из стоявших на палубе самолетов F-4 «Фантом». Самолет готовился к нанесению удара по территории Вьетнама в ходе участия США в войне во Вьетнаме. Во время подготовки летчиков к вылету на кормовой части корабля самолеты были заполнены к крылу. На тот момент на палубе находилось 27 самолетов, полностью загруженных бомбами, ракетами, боеприпасами и топливом. Несколько тонн бомб хранились на деревянных поддонах на палубе бомбоубежища. Пилотируемый лейтенант-командор Джеймсом Бангертом и лейтенант Лоуренсом Маккеем находились в кормовой части правого борта палубы, указывая примерно на 45 градусов поперек корабля. Он был вооружен подкрыльевыми ракетными блоками Лау-10, каждая из которых содержала 4 неуправляемых 5-дюймовые ракеты МК-32 «Зуни». «Зуни» был защищен от запуска английской булавкой, которую нужно было удалить только перед запуском из катапульты. Примерно в 10 часов 51 минута 29 июля при переключении с внешнего на внутреннее питание в «Фантоме» номер 110 произошел скачок напряжения. Всплеск электрического тока вызвал срабатывание одной из 4 5-дюймовых неуправляемых ракет МК-32 «Зуни» в контейнере на внешней складской станции 2, левая внутренняя станция. Позже было установлено, что в ракете отсутствовал предохранительный штифт, что позволяло ракете запускаться. Ракета пролетела около 30 метров по кабине экипажа и разорвала установленный на крыле внешний топливный бак на 400 галлонов США, 1500 литров. Благодаря предохранительному механизму ракета не взорвалась, однако бак сорвало с крыла, и выплеснувшееся из него топливо воспламенилось. От перегрева начали взрываться топливные баки других самолетов, и пламя стало распространяться по палубе. Через несколько минут начали взрываться бомбы. Первой через 1,5 минуты после начала пожара взорвалась бомба старого образца НМ-65, сорвавшаяся с подвески одного из самолетов. Взрыв разрушил самолет, в палубе образовалась пробоина, разлетевшиеся осколки погубили находившуюся на палубе пожарную команду, кроме 3 получивших тяжелые ранения. Осколки также пробили топливные баки 2 стоявших рядом самолетов. В момент возникновения пожара авианосец находился на Янки-Стейшн, географической точке в Тонкинском заливе, откуда авианосцы США обычно наносили удары по Социалистической Республике Вьетнам. За предыдущие 4 дня авиагруппа совершила 150 боевых вылетов и ощущала нехватку боеприпасов. Чтобы быстро восполнить нехватку, с судна снабжения Diamond Head были загружены бомбы НМ-65 с времен Второй мировой войны.
Всего на палубе взорвалось 9 бомб, из них 8 НМ-65 старого образца с взрывчаткой типа Composition и одна новая, сдетонировавшая при близком разрыве. Бомбы пробили в бронированной палубе большие отверстия, через которые горящее топливо стало стекать внутрь, в жилые помещения и на палубу ангара. Огонь на полетной палубе был локализован в 12 часов 15 минут, во внутренних помещениях к 13 часам 42 минутам. Полностью пожар был потушен в 4 часа ровно следующего утра. В 20 часов 50 минут к авианосцу подошло госпитальное судно «Репоуз», и в 22 часа 50 минут начало снимать с корабля погибших и раненых. В результате пожара погибли 134 члена экипажа и 161 был ранен. Многие самолеты были сброшены за борт во избежание возгорания и взрывов. Из военно-морского регистра был вычеркнут 21 самолет. Пожар показал, что на палубе необходимо иметь тяжелые бронированные автопогрузчики, поскольку попытки сбрасывать самолеты за борт силами команды оказались неэффективными. С 31 июля по 11 августа 1967 года «Форестал» был пришвартован к пирсу Лейте, военно-морской базы Кьюби-Пойнт на Филиппинах для срочного ремонта. С 12 по 13 сентября авианосец отбыл в Мейпорт, где выгрузил самолеты и персонал авиагруппы. 14 сентября авианосец вернулся в Норфолк и с 19 сентября 1967 года по 8 апреля 1968 года проходил ремонт на верфи Norfolk Naval Shipyard. Расследование вел контр-адмирал Форсайт Месси. Хотя следствию не удалось установить точной последовательности событий, оно выявило потенциальные причины трагедии, включая проблемы в электрических схемах пусковой установки Лау-10 для ракет Зуни, а также использование устаревших боеприпасов, некоторые из которых, судя по маркировке на найденных осколках, датировались 1953 годом. Официальное расследование показало, что артиллерийский расчет немедленно отреагировал на решение Координационного совета по вооружениям. Они обнаружили, что косичка была подключена рано, что контакт ТИОР на неисправной ракете Зуни, вероятно, был сорван, и что ракета сработала, когда произошел скачок напряжения, когда пилот переключил свои системы с внешнего на внутреннее питание. В их отчете сделан вывод, что ракета Зуни по левому борту на внешнем складском месте, замеченная в крайней правой четверти кабины экипажа, поразила пилотируемого лейтенанта Фред Уайт по левому борту кормовой палубы. Случайное возгорание произошло из-за одновременной неисправности трех компонентов: разъединителя опоры, аварийного выключателя ТР-7 и закорачивающего устройства Лау-10. Они пришли к выводу, что электрический разъединитель пилона имел конструктивный дефект, и обнаружили, что предохранительный штифт ТИОР-7 был плохо спроектирован, из-за чего его легко спутать с артиллерийскими штифтами, используемыми в гранатомете Спэроу. Комиссия по расследованию рекомендовала несколько изменений в правилах безопасности на борту перевозчиков. Это включало разработку системы пожаротушения с дистанционным управлением для кабины экипажа, разработку более устойчивых боеприпасов, улучшение аварийно-спасательного оборудования и повышение квалификации по выживанию при пожаре. ВМС США внедрили проверку безопасности систем вооружений, доставленных на борт кораблей для использования или перегрузки. Эта оценка по-прежнему проводится Советом по обзору безопасности взрывчатых веществ оружейных систем.